Здорово, танкисты, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре французская ПТ САУ 8 уровня, проходная прокачиваемая ветка АМХ АЦ-48. Это мини-фош на 8 левеле, дальше у нас идет фош, дальше десятка фош Б. Вот. Корпусом очень похож, но отличается по орудию и особенно по бронированию. Давайте разбираться все и по порядку. Сначала пойдем посмотрим бронирование данного агрегата. Погнали. Итак, collision модель нашего АМХ АЦ-МЛЕ 48. Вот. НЛД у нас 100 мм, перейденки 205, и это, конечно же, мало. Основная бронеплита корпуса у нас 150 мм, имеет неплохой угол наклона. И получается в приведеночке у нас снизу 222, сверху 247, щеки 238. Крепкая ли это основная бронеплита? Против СТ-шек крепкая, то есть держит нормально. Основной тип снаряда, какую-то голду будете вытанковывать. А вот против тяжей основной тип снаряда тоже 8-го одноуровников будете в основной массе держать. А вот голдой вас уже, конечно, будут хлестать. По поводу маски орудия. Основной кругляк 250, рядом 223. Есть вот такая полосочка у нас рикошетная, кстати, 117. Есть места по 300, есть по 228, есть 259, но система пишет рикошет. Это вот эти вот части, верхние, нижние. Я бы вообще рекомендовал АМХ АЦ-48 не стрелять вот в эту часть. Стреляйте в рубку. Здесь вы рискуете попадать в такие места, где вы даже просто бронепробития не хватит. Есть вот такой у нас прикол. Дальномерный вверху. Он просто эпических размеров с броней в 150. Рядом огромный люк в передней части корпуса, где у нас те же 155 миллиметров. На самом деле данную ПТ САУ поддержки все убивают вот в этот дальномер, либо в этот люк, даже не стреляют сюда. Да зачем? Вот стопроцентное пробитие. Боковое бронирование очень слабое, 55, углов горизонтальной наводки у нас не хватит играть от борта, эффективно отстреливаясь. Вот такая вот бронирование, короче, ну слабо тут все. С броней разобрались, броня достаточно посредственная. По орудиям пробежимся. Первые две пушки у нас циклические. Последняя 10-го левела, эти 8-го, она барабанная на 3 снаряда. Циклические альфа у нас 90-100 мм, 240-300 мм, 300 средний урон альфа. Бронепробитие на основном 212, 232, голда 209, 263 соответственно. Заряжается это быстрее сток. 6,3 здесь 8 секунд. Сведение комфортное 1,7 против 2,3 и 0,34 разброс на 100 метров. Одинаковый. Но я вам так скажу. Вообще фош-подобная техника, кем АМХ АЦ-МЛЕ 48 является, играется хорошо только на барабане, там с вменяемым КД между выстрелами. На цикле на этой штуке играть практически невозможно. Поэтому я вам рекомендую исключить хотя бы стоковую пушку и сесть сразу вот на 100 миллиметровку и на ней начинать. Но я вас уверяю, что у вас на этом цикле просто жопа сгорит. Заряжается 8 секунд, чтобы дать 300 альфи, вы будете потеть просто как незнамо кто. Вот. Поэтому максимально правильное орудие для этой ПТ САУ это только барабан 120 мм с альфой в 400. Хорошее бронепробитие на основном снаряде 257, на голде 325. Вот. КД между выстрелами 2,7 секунды. Долговато, конечно, но время сведения 2,5 секунды. Соответствует время перезарядки между выстрелами. Разброс 0,37 тоже, в принципе, неплохо. Обязательно качать топовую рацию, почти в 2 раза больше дальность связи. Вот, двигатель тоже 850 лошадей против стока в 575, ну, процентов 30 подвижности вам даст. И здесь 2 градуса по ходовой прибавить топовая ходовая. Обязательно качайте в полевой модернизации облегченную ходовую. Обязательно качайте точность орудия. И обязательно качайте настройку эжектора, незаметность после выстрела. Второй слот прокачивайте на живучесть. Да, на живучесть. По оборудованию здесь вариаций на самом деле очень много, но я себе позволил поставить в основной слот
прицел первый, который дает дополнительный мост на огневую мощь. Поставил вентилятор, практически на все фаши все вентиляторы всегда ставят. И поставил УМП, дабы крутиться на месте побыстрее. Вот, по снарядам. Основной снаряд у нас ББХ летит 1067, почти 1100 метров в секунду. Голда вообще летит 1334 метра в секунду. Это подкол, это круто. Вот, по снаряжению: ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, 5 членов экипажа перки вы сейчас наблюдаете перед собой. По плюсам-минусам машины: хорошая подвижность, это плюс. Броня в целом это прям жирный минус по этой тачке, реально. В первую очередь из-за дальномера и вот этого лючка. Это касаемо брони. По пушке. В принципе, тут-то как раз все достаточно неплохо. Скорость полета снаряда есть у ВН у нас. Кстати, а сколько их тут? Давайте глянем. Ну, есть, минус 6, у ВН сказал. Минус 6, можно сказать, нет, обманул. Вот, с хорошей скоростью полета снаряда, достаточно меняемый КД между выстрелами, но вот зарядка барабана там на стойке в 50 секунд, а вот, кстати, сейчас у нас сколько заряжается? Полная перезарядочка у нас. 32,66, да? Да. Хорошо. Это хорошо, нам вот все это дало, гля, как быстро заряжаться стали. Экипаж. Да. Незаметность хорошая. По количеству ХП, ну-ка глянем, мало. Как для ПТСАУ поддержки, прям маловато, учитывая, опять же, наше бронирование. По мобильности я сказал, все very best. По обзору, ну, мы слеповаты. Прям 388 метров маловато, учитывая вот такого размера дальномер, здесь все 500 метров должны быть. Очень сложно играется эта ПТХ, потому что прям сильно-сильно надеяться на броню на данной ПТшке не приходится. Вот. Нужно опять же ловить моменты и верить в чудо, играя на данном агрегате. Предлагаю, наверное, уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, как АМХ АЦ-48 себя чувствует в рендере. Погнали. Так, у нас обзор боем АМХ АЦ-48, ПТСАУ французская 8-го левела, предшественник Фаша, да. Младший брат, проходная прокачиваемая ветка. Попали мы в бой к девяткам. Вопрос, а где нам лучше тут отыгрывать? Я бы, конечно, подтяжек пострелял, блин, VR. Так, ну, подвижность у нас, понятно, хорошая. Блин, от арты мы сейчас тут гореть будем. 7 километров. Главное вовремя отъехать. Так, а там пока отстрелялась. Ждем, когда у них кто-нибудь приедет. На каточек ставим и в ангар отправляем. А ведь может никто не приехать. Так и простоим без дела. Так, 50 ТП засветился. Вперед он, походу, не хочет, да? Это плохо. Прошу прощения, болею немного. Так, кстати, секретная цифра. Вторая секретного кода цифра 6.
наши гибнут. Так, ТВ-4. Чарта нас да. Нормально барабан мы ему запихнули. Добре. Добре. Сейвимся от арты. КД барабанчика делаем. Но он глупенький, на самом деле. Стоял до последнего. Терпел. Ладно, вот он есть. Мне больше всего на самом деле не этих танков боюсь, я боюсь арты. Вот. Арта, да, насрет по самые помидоры. Кадышится. Автоводы. Так, бизончика все уже отшлепали. Но мне тут с ним воевать неудобно. Так, ну что, 2200 дали, 2 барабана. Красавцы. Родной, ну ты даешь. Слушайте, ну нормально, 3К сделали. Вот. Да ё-моё, все, успокойся уже. Ладно, пробитие, естественно, на голде хорошее, попадались мягкие цели. 3 барабана мы высрали во врагов, почти 3, там 2. Почти 3, да, без одного выстрела. Ну что, все снаряды зашли. Главное на MX, многие его не любят. На самом деле я тоже недолюбливаю. Но на нем самое главное это не упарываться вперед. Это все-таки тачка работает из-за спин рядом с группой СТ-шек там либо тяжелых танков. Откидал барабан по цели, желательно загуслить и потом свалить, чтобы тебе в ответ не дали, либо арту не накинули. Вот, кстати, первое место по урону. Не стыдные 3000 на голде, ушли небольшой
минус. Как по мне, очень неудобный танчик, на самом деле, долго кадышится барабан. Вот, броня условная, особенно вот этот огромный дальномер, вот эта башенка, вот, да и в корпус он, по сути, пробивается. Конечно, против фаша 155-го, фаше Б, вот, против фаша слабоватая эта машина, как для 8 уровня, играть на ней крайне тяжело. Вот, по пятибалльной системе там еле-еле с натяжкой тройку ей поставлю. Вот, покайфовать, поездить прямо в рендеме на этой машине не получится. Потому что если бы здесь была бы хотя бы супер фугасная пушка, да, как на фашах, да, можно что-то еще делать, получать удовольствие, особенно геймплей. А здесь у нас, ну что, обычная альфа, ничего такого сверхъестественного. Поэтому как-то так. Вот. Пишите свои комментарии, ребят, кто проходит ветку фашей, вот, кто катает сейчас на этой машине, как она вам в целом, какое вы используете оборудование, там, все напишите и побольше комментариев. Да. Ставьте жирные лайкосы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.